Салямет Сизбе, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, вы у меня на канале. Я все еще в прекрасном городе Актау, на берегу замечательного Каспийского моря, в очень гостеприимной стране Казахстан. Одна из достопримечательностей Актау – это отель «Каспиан Ривьера». И когда один из моих подписчиков, Дмитрий, через Инстаграм предложил мне совершенно эксклюзивную, персональную экскурсию на осетровую ферму, которая есть в этом отеле, я, естественно, ни секунды не колебался. В назначенное время прибыл на место, ну и мы пошли посмотреть, что там и как. Эту экскурсию для вас я выкладываю практически в неизменном виде. Местами звук не очень, местами я с изображением налажал. Как есть. Смотрите, очень интересно. Здесь у нас плавает рыба осетровой породы. Это самый маленький вид, называется он стерлядь. Сейчас ему уже около 4 лет, но он до сих пор не вырос, потому что он все время это обитал в ограниченном пространстве. Рыба растет в зависимости от размера водоема, наличия корма и от температуры воды. Но вот эта рыба всю жизнь прожила здесь, в замкнутом пространстве, и поэтому она не выросла. Так, это у нас инкубационный цех. Да. Сюда просто так со стороны попасть никак не получится. Нет, только если люди приходят на экскурсию, они имеют возможность увидеть вот это помещение у нас. Вся рыба у нас, которая обитает на участках, она вся была проинкубирована вот в этих микостях. Вот эта рыба называется, как вы сказали, называется русский осетр. Обитает она, основной район обитания это Каспийское море. Но поскольку у нас инкубация проходит довольно нечасто, мы просто водоемкости используем просто как площадь для посадки и выращивания рыбы. Вот этой рыбе сейчас уже чуть больше 4 лет. Она их раньше было, конечно, немножко побольше. Когда рыба вырастает, соответственно, мы сортируем, взвешиваем и пересаживаем на другие участки. Здесь надо оговориться, что в Каспиан Ривьере осетров выращивают не на продажу и не для ресторана. Осет растет медленно, сейчас просто набирают популяцию для того, чтобы потом, когда-нибудь в будущем, когда рыб будет очень много, переселить их на какой-то большой завод и тогда уже открыть производство полного цикла. А пока только вкладываются в светлое будущее. А чем мы кормим таким? Что это? Это специальный пилон. Для осетровой рыбы состоит из рыбы и муки, добавления минералов, витаминов, полезных желтков, белков, углеводов. Ага. То есть комплексная, скажем так, присадка. По своей природе эта рыба считается зонной, потому что она питается по дну. И тоже, соответственно, мы тоже не видим, который оседает на дне, она как полетит, он собирает. Как самы, например, тоже, да? Ну да. Так же, как у самок, у них есть усы. Ага. Вот они усики. Красавица. И так же, как и самы, они с помощью этих усов чувствуют запах. Усы это основной обонятельный орган, также он осуществляет осязательную функцию, когда рыба собирает корм со дна, на нем будет находиться не только съедобные вещи, когда она кушает, она ощупывает усиками корм. Несъедобные вещи она, соответственно, не кушает. А вот тут в ходе экскурсии мы попали на балкончик, с которого можно уже посмотреть на скальную тропу с другого ракурса. Как говорится, место, куда обычным прогуливающимся путь заказан. А вот этот вот бассейн, это что за емкость такая? Это искусственно выкопанный водоем. Здесь морская вода. Здесь у нас также несколько тысяч осетровых рыб. Когда то есть он заселен? Да, он заселен. Здесь тоже осетровая рыба обитает. У нас, к сожалению, участки ограничены, и у нас
всех рыб не получится содержать вместе. И поэтому, когда рыба растет, им становится тесно, нам приходится куда-то девать. И мы их вот пересаживаем вот в эту, мы ее называем лагуна. Она достаточно глубокая, около 25 метров в глубину. Вот как многие считают, что она как-то соединена с морем, на самом деле она никак не соединена, она полностью отсечена от моря. И вот, чтобы рыба не убила, А сколько там рыбёх? там около 6,5 тысяч рыб. 6,5. Достаточно много, да. Просто их так особо не видно, потому что толща воды очень сама глубокая вода. Надо сказать, что отель «Каспиан Ривьера» достаточно фешенебельный. Во-первых, он расположен на самом берегу, в отличнейшем месте. Во-вторых, ну и внутри, и снаружи оформлен достаточно по-богатому, будем так говорить. А некоторые номера доходят по стоимости до 800 тысяч тенге. Это примерно 110, наверное, тысяч рублей. Дальше у нас лестница вниз. А куда она, получается, идет? Мы дальше пойдем на минус первый этаж. То есть мы сейчас, грубо говоря, на самом верху. Да, вот сейчас мы зашли с улицы, это у нас 6-й этаж. 6-й этаж. А наверх наверх 7 этажей наверх и 6 этажей вниз. 6 этажей наверх, 6 вниз. Ну вот, благодаря Дмитрию мы все с вами попали к этому бассейну. Или как опять, я забыл, называется правильно? У нас это называется лагуна. Лагуна. Мы попали к этой лагуне с другой стороны. Не там, где ходят все снаружи, а из отеля. С другой стороны, ведь любой может прийти в отель и выйти сюда, по большому счету. В принципе, нет никаких ограничений. Вы тоже можете прийти, здесь погулять и все это дело посмотреть. Не возбраняется. Но я так понимаю, что есть какие-то экскурсии официальные, или как? Ну да, есть люди, бывают, сами заходят с улицы, спускаются в аквариум, смотрят. А иногда собираются какие-то сборные группы или детские лагеря, школы. Записываются заранее, и вот я провожу экскурсии. То есть можно как бы к вам официально через отельную, так сказать, какую-то там службу попасть? Конечно. Я понял. Ну вот, записывайтесь к Дмитрию на экскурсию, приходите, он вам все подробненько расскажет. Интересно. Да. Сейчас, наверное, мы не увидим рыбу. Она сейчас глубоко ушла в толщу воды. И вода мутная тоже ведь. Да. А там вот вода бурлит, это ее Это у нас через дополнительная подача очищают, да? кислорода. Нет, это подача кислорода, это называется аэрация. Встретились два ютубера. Я странный дядька, Да, а я Данил Богданов. Данила Встретились, Богданов да, и странный два дядька. ютубера. Где еще Два можно ютубера встретиться? в Каспиан Ривьере. Да. Соответственно, лайк, подписка и все такое. В зале для торжеств посередине стоит стол, под которым плавают осетры. Я так понимаю, что здесь можно себе заказать ужин, грубо говоря, да? Можно, да, конечно. Даже немножко стрёмно ходить по этому стеклу. Вот так вот вблизи, когда смотришь на все на это, выглядит совершенно нереально. Такое ощущение, как будто это какой-то экран. Как будто вот такая тут тоненькая стенка, и там за тоненькой стенкой экран. Как будто LED-дисплей какой-то. Но нет, это нормально, как бы совершенно большой аквариум, реальные рыбины. А до каких размеров? Какой максимальный вес бывает у этих всех друзей? Ну, у каждого вида. Вот здесь обитает исключительно рыба осетровых пород. Всего и в мире насчитывается до 25 видов. Здесь только 5 видов. Здесь есть как и самый маленький вид, так и самый большой. Вообще у нас в этом помещении находятся два аквариума. Оба аквариума пресноводные. Один из них большой панорамный настенный аквариум, а один из них, вот по которому вы выходили, это напольный аквариум. Как многие думают, между собой они не соединяются. И вот этот аквариум также не соединяется ни с лагуной, ни с морем. То есть это отдельная Да, емкость. вода здесь у нас пресная. Изначально осетровая рыба нерестится в пресной воде, уходит на нерест в море. Потом по мере взросления возвращается в соленую воду. То есть из рек она сплавляется в море. И в это время она адаптируется под соленую воду. Но не все виды осетровых рыб морские есть и полностью пресноводные, как, например, вот это у нас называется сибирский осетр. Второе его название ленский осетр, потому что он обитает преимущественно в реке Лена.
рождается, и живет и умирает в пресной воде. А второй вид, который у нас здесь есть, Вон там, это называется внизу. либо Каспийский осетр, либо русский осетр. Вот как раз таки вот эта рыба обитает на всей площади Каспийского моря. Поэтому, собственно, и называется Каспийским осетром. Но она может, получается, и в пресной воде жить, и в соленой. Ну, она не рестится в пресной воде, и если в какой-то момент, так случилось, что она не попала в соленую воду, она может расти, жить и развиваться в пресной воде, и никакого вреда для здоровья это не несет, все с ней будет нормально. Большинство рыб, которые находятся вот в этом аквариуме, мы инкубировали, вот где мы изначально были, на 6-м этаже, вот она родилась все там. Возраст их от 7 до 14 лет. Самый старший здесь 14 лет, это сибирский осетр. Весом он примерно около 26 килограмм и размером чуть больше метра. Но растут они гораздо больше. Третий вид, который здесь есть, это такая же рыба, как мы видели в лобби аквариуме. Самый маленький стерлядка. Стерлядка больше 80 сантиметров не растет. И здесь есть еще две рыбы. Это персидский осетр. Особенность его в том, что он живет так же, как и Каспийский в Каспийском море, но не на всей площади Каспия, а только возле берегов Ирана, потому что его особенность в том, что он не любит большие перепады температуры воды. У нас же зимой вода остывает примерно до 3-4 градуса, летом поднимается на мелководье до плюс 28, 27, 29 градусов примерно. И вот он не любит вот эти перепады, поэтому живет возле Ирана, где вот проходит теплое течение. Пятый вид — это самый большой вид осетровый из осетровых рыбы. Вот это вот. Эта рыба называется белуга. Да. А они здесь все, скажем так, в промысловом каком-то количестве у вас растятся. Этот аквариум вообще создан, чтобы собрать все виды осетровых пород. Вмещает он в себя 1 миллион литров воды. Как вот подобно исключительно под осетровую рыбу, это осетрариум. Это самый большой аквариум, который населен осетровыми рыбами на территории СНГ. Вот со стороны так смотришь, как будто он не такой уж и большой. Вот, можно сказать. Ну да, вот высота. Высота стекла визуально кажется, что небольшая, но глубина его около 6 метров. Он достаточно глубокий. Температура воды здесь варьируется где-то от 19 до 22 градусов. Мы примерно вот так вот ее держим. Осетровая рыба достаточно долго живет. Она сама по себе как вид долгожитель. Живет она как человек примерно в среднем 75-85 лет. Это то, что касается каспийских осетров и вот этих вот сибирских осетров. Как хороший, здоровый человек. Как хороший. Да, еще не каждый человек столько проживет. Благополучный. В длину она вырастает примерно от около 1,90 м, 2,10, 2,20 и весом примерно 220, 210, 220 килограмм. Вот так вот. Но самый большой вид, который я вам рассказывал, показывал, который вы угадывали, вот это с длинным носиком, где она, белушка. Белушка живет более 120 лет. Вырастает она, если также с ней все будет нормально, если она не погибнет в течение жизни от каких-то болезней, и еще на ранних стадиях развития, вырастает до 5,5 метров и весом доходила до 5,5 тонн. Не 5,5, 1,5 тонны было. 1,5 тонны? 1,5 тонны белуга вырастает. Это прям хороший зверь. Да. А в Каспии сейчас есть, водится или извели всю? Вся вот эта рыба, она сейчас находится в Красной книге, поэтому на вылов ее наложен мораторий, вылавливать ее просто так нельзя. И вот таких больших особей практически не осталось. Поэтому, собственно, чтобы сохранить популяцию, ее разводят на промысловых хозяйствах, на фермах, на садковых, прудовых хозяйствах и на такие, которые на базе УЗВ, вот как мы занимаемся. Но вы отсюда их туда не выпускаете, что называется? У нас была такая практика вообще на заводах, которые выращивают. Обычно государство обязывает какую-то часть пополнять биоресурсы. Выпускать, что называется, на волю. Да, Каспийского моря. Вот как пример для понимания размера, куда эта рыбка может вырасти. Получается, тут сколько? В 2 человеческих роста, по большому счету.
И это он еще не распрямился окончательно, то есть почти 3 человеческих роста. Огромный зверь. Не дай бог в море с таким повстречаться. Проглотит, не заметит. Здесь есть вот такой вот зал со столом, который стоит прямо на отдельном аквариуме. Здесь, я так полагаю, можно заказать себе трапезу для какого-нибудь юбилея или там свадьбы. Отпраздновать здесь, сидя на бассейне со сетрами. Это эксклюзивный, скажем так, опыт, поэтому... А вот это с длинным носом, это получается белуга, да? Это да, белуга. Ничего себе. Принесли. Выглядит угрожающе, конечно. Сюда и вот сюда. Ну, теперь черед. У меня Странного дядьки. да, странный дядька и белуга. И странная рыба. И странная рыба. Но она на самом деле не странная, вполне себе такая уважительная рыба, будем так говорить. Причем он так себя ведет спокойно, совершенно не дергается. Уже, видимо, свыкся со своей такой судьбой. Ну, блин, хороший экземпляр. Серьезный зверь. Первый раз в жизни держу в руках такую рыбеху. Селфи с осетром, с белугой. Оп, спокойно, дружище, спокойно. Сейчас он демонстрирует, как это стеклянный пол. Вот такая процедура проходит, я так понимаю, каждую ночь, да? Здесь и каждое утро открывают одно стекло для того, чтобы эту рыбу кормить. Ну и у нас уникальная возможность посмотреть, во-первых, как это делается, а во-вторых, можно засунуть руки туда в аквариум и посмотреть, как это выглядит поближе. Рыба, конечно, нас боится, но мы их бояться не будем. Нет. Такой вот эксклюзивный вариант. Ну когда еще и где можно попасть на такое, чтобы посмотреть все изнутри своими, так сказать, глазами. Ну, сейчас это еще не все. Сейчас мы пойдем с вами дальше. Ну да. А вот это та самая лестница, только теперь уже снизу. Мелочь, это вот ему сколько? Вот этим 4 года. Этим 4 года. Ничего себе. Я думал, они совсем мелкие. Всех уделал. А этот желтый какой-то. И рыба, когда уже с возрастом стареет, она на биологическом уровне чувствует, что репродуктивные функции у нее, качество икры тоже падает, и много икры рождаются нежизнеспособны или с генетическими мутациями. Рыба что делает? Она просто берет и меняет свой пол. Вот, допустим, белуга плавала лет 80 самка, не рестилась, потом почувствовала, что она старая, поменяла пол и плавает как самец. А половозрелый меня останется через 24 вот года? этих 16 годам. Этих 16 годам. В условиях это срок практически в 2 раза сокращаешь. А, то есть это как бы типа в реальной жизни они только к 16 годам созревают, Да. а здесь в этих условиях получается в 2 раза быстрее, за 8 лет. Вентилироваться, да? Да, это называется слизь. Он поднимается, обновляет кислород, ставит на пузыре. Они у нас здесь отсортированы по массе, потому что когда рыба растет, у них возникает конкуренция с законом. Более крупная рыба не может кушать более мелкую рыбу. И вследствие чего более мелкая рыба, она не доедает. Имеет стабильную родильную поверхность и по укачам. Вот, допустим, самая мелкая рыба 5 емкости, самая крупная 4.
где мы это- будем уже выращивать от икры до получения следующего поколения, то есть потомства. То есть это, грубо говоря, просто наработка Да, это на будущее. И, ну, не то, что наработка, ну, да, можно сказать, что это наработка. Я думаю, что большая часть рыбы пойдет вот на завод, где мы будем выращивать и получать уже из нее и икру, и для последующего выращивания следующих поколений. Вот какое-то такое сегодня получилось видео. Побывали мы в самых интересных местах отеля Caspian Riviera, посмотрели на осетров, подержали осетра в руках. Скажем Дмитрию спасибо, ссылка на его инстаграм есть в описании под видео, обязательно подпишитесь. А вам спасибо, что смотрите, спасибо, что подписаны на канал, спасибо, что каждый раз ставите лайк и обязательно пишите комментарий. Спасибо, что поддерживаете меня и мой канал взносом в фонд путешественника. Реквизиты там же есть внизу под описанием к видео. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. Приходите еще. Будут еще интересные видосы. Пока.